День 1845, Алекс на связи. У меня основная тема в умном доме – это, конечно, больше связано с отоплением, поскольку постоянно прохладно, там недостаточно центрального отопления, и, конечно, хочется как-то сделать потеплее. Но и часто, допустим, на даче или где-нибудь в доме, где нет какого-то другого варианта отопления, или, допустим, не всегда достаточно этого, то тоже обычно используют какое-то электрическое отопление дополнительное, либо это котел, который там по уже трубам, по отдельным радиаторам распределяет там горячую воду. Но это уже такое серьезное решение, оно обычно уже только в домах может быть предусмотрено. Но если какой-то очень быстрый способ, то обычно это, допустим, используют масляный радиатор, какой-нибудь конвектор или теплый вентилятор. У каждого, конечно, из этих вариантов обогрева есть свои плюсы и минусы. Я использую практически все эти варианты и там виды приборов. Обычно с масляным радиатором меньше всего проблем, как-то меньше опасаешься, что с ним может что-то произойти. Конечно, это тоже довольно опасная такая вещь. Если он упадет, он может перегреться. И не во всех радиаторах, особенно старых, есть там защита от падения. И это тоже такая не очень хорошая история. Но в целом, по крайней мере, там нет никаких открытых источников и нет большого нагрева. И, соответственно, он просто может работать чуть ли не все время. У меня так они включены в квартире, они там позволяют создавать комфортную температуру. Конечно, масляный обогреватель, он греет больше вокруг себя, от него достаточно большое там, инфракрасное излучение идет, то есть он фактически сам нагревается и там, греет все вокруг себя. Если рядом с ним находишься, то, конечно, достаточно жарко становится. Сама конвекция у него не очень там, сильная, и воздух от него не очень там, хорошо отходит, а дополнительных каких-то возможностей там, вентилирования у него тоже нет. В этом плане там, теплый вентилятор, он, конечно, гораздо лучше, но обычно там используется либо спираль, которая довольно сильно нагревается, и если особенно режим какой использовать довольно мощный, то у меня, допустим, такой тепловентилятор, он работает на определенной скорости там, вращения вентилятора, то есть обдув он всегда постоянный. А если добавлять мощность, то просто начинает там дополнительные спирали греться, и в целом получается такой более горячий будет воздух выходить из этого тепловентилятора. Ну и, соответственно, всегда, конечно, воздух он немножко там, выжигается, потому что температура самих спиралей очень высокая. Конечно, есть еще варианты таких тепловентиляторов с тенами, но они очень долго будут разогреваться, и не всегда это там, имеет какой-то смысл. Сам тепловентилятор, он довольно шумный из-за, собственно, вентилятора. И, конечно, его там на ночь, допустим, не оставишь. Очень мешает там спать, то есть практически вообще невозможно находиться с ним рядом. Он как временное решение, может быть, только чтобы быстро как-то температуру повысить. Сам тепловентилятор, он нагревается тоже достаточно сильно, и тоже его там достаточно опасно размещать где-то и не следить за ним. Ну и в инструкции написано, не оставлять его включенным, что, соответственно, тоже лучше соблюдать. И может на него что-то попасть, какая-то вещь там, или просто пыль и загореться. То есть эти случаи тоже они вполне могут случиться. Но есть тепловентиляторы сейчас многие с защитой от падения. То есть если его просто наклонить, у него снизу есть контакт дополнительный, который определит, что он наклонился и, соответственно, выключится. Но есть более продвинутые, у которых этот датчик он внутри встроенный. Там, по сути, акселерометр такой, и он понимает, что если он находится не в положении там, правильном, то, соответственно, работать не будет. Но, может быть, иногда и нужно его как-то разместить и направить специфически, то такие, скорее всего, варианты тепловентиляторов, они уже это не позволят сделать. Сам тепловентилятор, он нагревает, конечно, больше воздух, то есть от него никакого тепла такого постоянного нет, вещи не нагреваются, то есть он куда дует, там, собственно, и тепло становится. Если он просто там, дует там, в комнату внутрь, то
получается, воздух нагревается, и, допустим, в отличие от конвектора, воздух идет вдоль пола, и дальше уже кверху поднимается, и таким образом, конечно, очень быстро прогревается и сам воздух, и расходится он по комнате. Конвектор, он, конечно, тоже довольно интересное решение, и за счет конвекции, собственно, у него, конечно, эффективность теплоотдачи выше. То есть понятно, что мощность их всех этих устройств, какая написана, такая есть, и нагрев их, соответственно, все приводит к нагреву и самого этого помещения, но все равно получается так, что если он даже и нагревает, важно, чтобы он этот теплый воздух как-то распределял по комнате. Конвектор он немножко делает по-другому, от него теплый воздух сразу идет кверху, сам конвектор обычно снаружи он не сильно нагревается, то есть с ним находиться рядом вполне комфортно, вещи какие-то от него тоже не нагреваются, потому что за счет конструкции очень большая тяга идет воздуха кверху. Но минус то, что теплый воздух сразу уходит наверх и там уже где-то у потолка распределяется. Если, например, даже поставить там 2 датчика температуры и замерить разницу, допустим, на высоте полметра от пола и на высоте 2 метров, то она достаточно большая. Допустим, если конвектор работает на полную мощность, например, там на киловатт или на 2 киловатта, то разница может быть и 2 градуса, и даже больше. То есть какое-то время все равно будет это там сохраняться. Потом понятно, что теплый воздух со временем там перемешается и опустится, начнут нагреваться вещи в комнате, стены, там потолок, то, конечно, станет более комфортно. Но все равно у пола довольно долго будет холодный воздух находиться, и сам пол будет холодным. То есть, конечно, это решение такое довольно специфическое. Как вариант, можно установить какой-нибудь вентилятор, допустим, на потолок. Сейчас есть такие, ну и раньше они тоже были, это люстры с вентилятором. И так и делают, что можно, включив конвектор, одновременно замерять, допустим, температуру воздуха вверху и внизу. И если она довольно большая, или, допустим, если конвектор просто работает на высокой мощности, то включать этот вентилятор принудительно. Иногда это может быть не очень удобно, например, ночью, когда спишь, конечно, конвектор может, он там и согревает комнату. Да, бывает так, что в комнате это может быть вообще единственный формат отопления. Никакого там еще радиаторов, там центрального отопления, теплых полов нет. Но если тогда включится вентилятор, это будет не очень хорошо. Но с другой стороны, зато, во-первых, и экономия будет выше, потому что все-таки, если теплый воздух вверху находится, он может и через вентиляцию ходить, и через, допустим, там, открытые двери в другие комнаты уходить, и он не дойдет до низа, и, соответственно, внизу никогда не прогреется. Например, я когда там в одной комнате пытаюсь прогреть чуть выше температуры, чем в других, например, в соседних комнатах, если дверь открыта, то это практически бесполезно. Там даже полградуса разницу не сделать, потому что теплый воздух, он входит наверх, потом он находится в соседнюю комнату, и все. То есть в реальности получается так, что во всех комнатах, там, которые там, как-то находятся рядом, и в них нет никакой там двери, допустим, она открыта, то, соответственно, невозможно создать разницу температур такую, чтобы прямо там на 1 градус была, там она различалась. И тоже делать вариант, что там, допустим, в какой-нибудь комнате в больших домах там предпочитают, если никого нет, обогревать, а в других комнатах там не обогревать, то это тоже не совсем там корректное решение, потому что все-таки и через стену могут передаваться, ну, по крайней мере, внутри дома могут быть стены там и гипсокартоновые быть, и совсем тоненькие, и они никак тепло не держат. Ну и все равно через дверь, через щели это будет все проходить мимо. То есть, конечно, такую большую разницу температур ее можно создать. Ну, например, там в одной комнате было 10 градусов, а в другой 25. Это сделать практически невозможно. Просто будет очень сильно там охлаждаться воздух. И будет совсем некомфортно. То есть внизу будет там очень холодно, а вверху уже будет очень жарко. Даже так, что когда, допустим, стоишь, уже не очень приятно вверху, в голове жарко, и даже сидишь, когда жарко, а если, допустим, лежишь, то уже может быть и холодно, наоборот.
Сейчас тоже довольно популярные варианты инверторных конвекторов, ну, они так называются. Фактически они могут поддерживать определенную температуру, изменяя свою мощность. Это тоже большой плюс, если, допустим, в комнате холодно и включаешь такой обогреватель, он начинает вначале работать на полной мощности и, конечно, будет прогревать и потолок там, с большой скоростью и силой. Но если уже температура выровнялась и он начинает снижать мощность, это тоже положительно сказывается, именно что разница температур вверху и внизу, она все становится меньше. И если он не перегревает воздух и работает не на полной мощности, то и разница она там очень маленькая. У меня, например, сделан тоже такой конвектор. Там я, правда, регулирую мощность немножко по-другому. Это не инверторный конвектор, а обычный самый. Но я на него подаю там ограниченную мощность, и он, соответственно, тоже работает там на 20% мощности. И в таком режиме разница температуры вверху и внизу, она там 0,1 градуса, то есть фактически ее нет. Это, конечно, тоже большой плюс, когда конвектор, он выходит на какую-то там целевую мощность. И, например, если его там выключать на ночь и включать с утра, например, там, для того, чтобы снова прогреть комнату, это не очень разумно, потому что в этот момент, когда он выходит на там, режим нагрева, он, по сути, работает опять на полной мощности и опять начинает там, греть потолок и стены вверху комнаты, и воздух вверху комнаты, а до низа может вообще и не скоро дойти. То есть, например, я так сделал, у меня на балконе стоят 2 конвектора, они работают там на небольшой мощности, так специально сделано, но тоже, если я выключаю и там температура она падает градусов до 15 плюса, то, соответственно, когда я утром включаю, то видно большая разница сразу, начинает вверху греть, а внизу еще холодно, но у меня стоит там такой вентилятор. Я поставил компьютерный, он вообще 12-вольтовый, можно сделать и на 5 вольт, и там подключить, я так и сделал. Он тогда будет поменьше там, дуть, но и поменьше курить. И он позволяет быстро воздуху перемешиваться и сделать так, что в сценарии, если разница там больше 2 градусов, ну, это тоже настраивается у меня, тогда он включается и начинает дуть вниз, и этот теплый воздух гнать. И тогда он быстро перемешивается, конвектор выходит на там, целевую температуру, снижает мощность, и дальше фактически он на этой маленькой мощности может работать там, постоянно, и уже не будет никакого перегрева. Собственно, это тот самый большой плюс, который дает инверторный конвектор. Для того, чтобы как-то мощность ограничивать, то можно, например, в комнате, если там действительно никакого другого отопления нет, можно поставить 2 разных конвектора. Один, допустим, не очень мощный, там на 1000 Вт, а другой поставить на 2000 Вт. И тогда, если нужно очень быстро нагреть, то они могут оба включаться. Если нужно как-то уже поддерживать температуру, то только один оставить, и тогда температура будет постепенно приближаться там, целевой, и нагрев будет там, существенно меньше происходить. То есть, таким образом можно там, через какие-нибудь умные розетки эти конвекторы там, включать или выключать, и тогда таким образом можно будет не перегревать эту комнату. Ну или как вариант, если уже конвектор там не на гарантии фактически, то можно просто к его разъемам подключить там какие-нибудь реле, например, это может быть просто реле на 220 вольт, и тогда включать и выключать нужный там TEN, если там 2 или там он в двойном режиме может работать, и тогда можно тоже регулировать мощность обогрева в умном доме.